Варвара Сергеевна вошла в дом с выражением триумфа на лице. Алина и Егор, игравшие со своими игрушками, резко остановились и внимательно смотрели на вошедшую. «Дети, я хочу познакомить вас с Варварой Сергеевной», сказал их отец принужденным, бледным голосом. «Пожалуйста, будьте добры к ней и поприветствуйте ее». Алина и Егор тихо поприветствовали ее, сказав «Здравствуйте, Варвара Сергеевна». «Да бросьте в это отчество», — ответила Варвара с гримасой. «Я от него чувствую себя старухой». Когда отец показывал Варваре дом, он часто обнимал ее и мило улыбался. Егор, который был старше Алины на 3 года и обладал острой наблюдательностью, сразу понял, что тетя Варвара останется с ними надолго. Поскольку матери не стало, он решил, что отец, наверное, нашел ей замену. В отличие от младшей сестры, Егор хорошо помнил свою мать и тот день, когда ее не стало. Была зима, на улице лежал высокий снег, когда мама Егора заболела. Обычно она пекла вкусные блины, и Егор, предвкушая вкусный завтрак, проснулся раньше обычного. Но в это утро мама не встала с постели, жалуясь на боли в груди и высокую температуру. Не имея никого, кто мог бы ей помочь, состояние матери Егора стремительно ухудшалось. Его отец работал на лесозаготовках и мог отсутствовать несколько дней подряд. Когда он наконец вернулся, то сразу же отвез ее к деревенскому фельдшеру, но было уже слишком поздно. У нее было двустороннее воспаление легких, и ее нужно было везти в районную больницу. Несмотря на все их усилия, она умерла тем же вечером. С того дня Егор и Алина были предоставлены сами себе. Несмотря на свой юный возраст, Егор мог заботиться о сестре и хорошо вести хозяйство. Когда отца не было дома, он следил за плитой и варил кашу и суп. Со временем он вырос ответственным и зрелым молодым человеком. Егор сразу преисполнился надежд, когда в их семье появилась его мачеха, Варвара. Он по глупости полагал, что все женщины – прекрасные поварихи и что такие кулинарные способности присущи их полу. Однако, к его разочарованию, Варвара оказалась невероятно ленивой и не проявляла никакого интереса к домашним делам. Вместо этого она заставляла Алину делать всю работу и пользовалась отсутствием отца, так как он часто пропадал на работе в таежном поселке, работая подолгу, чтобы заработать побольше денег. Вскоре Варвара показала себя жестокой и высокомерной, часто наказывала Алину и Егора, запирая их в чулане. Тем не менее, находчивые дети нашли утешение в остатках варенья, которое сварила их мать перед смертью. Они пытались довести до сведения отца о бесчинствах Варвары, но он считал, что они просто беспокоятся, и не принимал их жалобы всерьез. Когда отец приходил домой, Варвара изображала любящую хозяйку, но как только он уходил, она снова становилась злой и ворчливой. Шли годы, дети привыкли к такому обращению, изо всех сил стараясь не сердить Варвару. Егору поручали разные работы: носить воду из реки, убирать дом, ухаживать за семейной собакой. Затем он должен был посещать школу и возвращаться домой, чтобы сделать еще больше дел, оставляя мало времени для отдыха или учебы. Его учительница, Наталья Григорьевна, не знала о трудностях, с которыми он сталкивался дома, и была озадачена его плохой успеваемостью в школе, так как видела, что он смышленый и умный ребенок. Однако Егор часто дремал на уроках и приносил домой невыполненные домашние задания, так как дома он был лишен отдыха. Их жизнь круто изменилась, когда отец погиб на лесозаготовках. Теперь Варвара полностью контролировала дом и каждый день изводила Егора и Алину. Единственным спасением для братьев и сестер были походы в лес за дровами. Хотя была весна, ночи все еще были прохладными и нужно было топить печь. Алина собирала подснежники, а Егор был бдителен, зная, что лес непредсказуем. В один из таких походов они наткнулись на волка в капкане, вой которого эхом разносился по поляне. Егор, который узнал о волках на уроках природоведения, осторожно подошел к волку, но обнаружил, что это была потерявшаяся и раненая собака. Набравшись решимости, Егор сумел освободить собаку и вылечить ее раны, в результате чего в их жизни появился новый друг, а у обоих появился проблеск надежды среди тяжелых обстоятельств. Вскоре дети собрали несколько веток ели и положили на них раненую собаку, после чего отправились в сторону деревни. Егор знал, что не сможет вернуть раненое животное домой, и решил обратиться за помощью к своей классной руководительнице Наталье Григорьевне,
которая была также начальницей его отца, работавшего егерем. Когда они появились на пороге ее дома, она удивилась, увидев детей и собаку, но быстро пригласила их в дом, предложив приготовить чай, пока она будет обрабатывать раны животного. Наталья была добросердечной и гостеприимной и, увидев, что дети голодны, быстро приготовила им вкусный суп на курином бульоне. Однако, к ее удивлению, дети съели его в считанные секунды и теперь просили добавки. Осознав, что дети голодают, сердце Натальи наполнилось жалостью. Несмотря на трудности в личной жизни, такие как отсутствие собственных детей и неудачные отношения, школа была для нее источником утешения. Наталья предложила детям сладкий хлеб и яблоко на дорогу, а Егор решил оставить себе полукровную собаку, которая высоко ценилась в южных краях за свои охотничьи способности и полезность в быту. Когда дети вернулись домой, мачеха рассердилась, что у них нет дров, но Егор промолчал, сомневаясь в ее словах. На следующий день мачеха не пустила Егора в школу и заставила работать по дому. Вечером Егору удалось улизнуть под предлогом получения домашнего задания от Натальи, а вместо этого он пошел к собаке. Пес по кличке Пал с помощью егеря выздоровел примерно за месяц и стал другом и Егору, и его сестре Алине. Однако отношения детей с мачехой со временем только ухудшались, особенно с появлением ее нового ухажера, Артеля Чека, который жил в доме на правах хозяина. Положение Алины становилось еще более тяжелым, поскольку Артель был ленив и пьян, проводя большую часть дней на диване. Однажды мачеха отругала Егора за опоздание в школу и увела детей в лес, сказав, что научит их уважать ее, прежде чем оставить там. Однако Егор не помнил дороги назад, и дети заблудились в лесу. Два брата, Егор и Алинка, 1,5 часа бесцельно бродили по лесу, не в силах найти тропинку, ведущую в деревню. Алинка, которая шла так долго, что у нее болели ноги, начала хныкать. Но Егор старался успокоить ее: «Потерпи, я найду дорогу. По веткам сосен я смогу определить, какой путь на север». Однако даже он не был полностью уверен в своих словах. Вдруг по лесу разнесся хруст веток, за которым последовал угрожающий рев. Егор подумал, не стая ли это волков, и его сердце сжалось от страха, когда рычание стало громче и доносилось с разных сторон. Хищники окружили детей, почуяв легкую добычу. Егор схватил палку и встал перед Алинкой, прикрывая ее своим телом. Но прежде чем волки успели напасть, в сцену ворвалось загадочное и более крупное существо и своей силой рассеяло волков. Волки перегруппировались и приготовились напасть на нового врага, но в этот момент раздался выстрел из ружья, и волки отступили, зная, что этот звук часто приносит смерть и увечья. Егор с облегчением воскликнул: «Это Балкан! Алинка, это наш полкан!» Когда собака, виляя хвостом, бросилась к детям. Из зарослей появился старый егерь Григорий Ефимович с ружьем, еще дымящимся от недавнего выстрела. Он спросил: «Егор, Алинка, как вы оказались в такой опасной ситуации? Я очень рад, что полкан почувствовал неладное и пришел к вам». Измученных детей отвели в дом Григория Ефимовича, где они объяснили, что произошло. Дочь егеря, Наталья, была возмущена бесчеловечным обращением с детьми. На следующее утро она отправилась в дом хозяйки Варвары, виновной в их судьбе. Варвара попыталась отмахнуться от беспокойства Натальи, но решительную учительницу было не остановить. Она предупредила Варвару, что в случае необходимости обратиться в полицию. Варвара, мачеха, догнала Наталью и предложила ей взятку, но Наталья отказалась продать свою совесть. Вместо этого она пошла к новому участковому инспектору Борису, который недавно окончил школу милиции. Борис был специалистом в своей области и, выслушав рассказ Натальи, сразу же начал действовать. Он выяснил, что Варвара и ее ухажер не имеют права на дом, который по праву принадлежит Егору и Алинке. С помощью комиссии Борис выселил жильцов из дома и обвинил Варвару в жестоком обращении с детьми. На глазах у всей деревни Варвара публично попросила прощения у Егора и Алинки, но детские сердца не были до конца тронуты ее словами. Брат и сестра остались с Натальей, которая в то время занималась их усыновлением. Две женщины и дети стали любить друг друга как родные, а Наталья стала мамой для сирот, готовила им вкусные блины, проявляла тепло и заботу.
Ходили слухи, что после этого случая Борис проявил неподдельный интерес к Наталье и детям. Он приходил каждый вечер с цветами и сладостями. В деревне сплетничали о возможности свадьбы, но говорить об этом было еще рано. Тем временем Григорий Ефимович был счастлив, что Наталья наконец-то нашла надежного и внимательного молодого человека. Старик любил наблюдать за внуками. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.